Марка Havail показала новое поколение одной из самых популярных своих моделей – кроссовера H6, который появился в 2020 году. Ситуация с обновлением Havail H6 оказалась неоднозначной. Ранее генеральный директор бренда Чжао Юнпо назвал модель полностью новым поколением. Однако, согласно данным из каталога китайского Минпрома, автомобиль зарегистрирован как модификация уже существующего кроссовера, а не как новое транспортное средство. Другими словами, это не свежая генерация, а всего лишь глубокий рестайлинг. Несмотря на современные тренды, модель сохранила не только узнаваемый профиль кузова, но и традиционные дверные ручки. Однако ее передняя часть получила новую монолитную решетку радиатора с трапециевидной формой. Также у автомобиля появились вертикальные светодиодные клыки дневных ходовых огней, а фары хоть сохранили прежнюю форму, но получили новое наполнение. Задние фонари у кроссовера тоже другие. Они лишились сквозной накладки через дверь багажника и разделились на два самостоятельных световых элемента. Если во внешности H6 еще можно найти знакомые элементы, то прежний интерьер в нем почти не узнаваем. Физические кнопки из салона практически исчезли. На передней консоли расположились цифровая приборная панель на 10,25 дюймов и крупный 14,6-дюймовый сенсорный экран. Селектор коробки передач переехал за круглое трехспицевое рулевое колесо. Проекционный экран для водителя на 9 дюймов. На передней стойке со стороны водителя располагается датчик Face ID. Так как селектор коробки передач убрали с центрального тоннеля, здесь освободилось место для беспроводной зарядки мощностью 50 Вт, двух подстаканников и вместительной ниши для хранения. Центральный тоннель расположен на одном уровне с подлокотником. Другая особенность интерьера – сиденье с отделкой из перфорированной эко-кожи. При этом передние кресла оборудованы функциями обогрева и вентиляции. Для второго ряда сидений Havail H6 предусмотрены два зарядных порта. Сиденья здесь можно сложить в соотношении 60:40. При этом образуется ровный пол без ступеньки. Для большего удобства пассажиров предлагается функция мониторинга качества воздуха в салоне, а за акустический комфорт отвечают 9 динамиков. В списке оборудования также заявлена виртуальная приборная панель, подогрев и вентиляция кресел, проекционный дисплей, панорамное изображение на 360 градусов. Из ассистентов безопасности адаптивный круиз-контроль, удержание полосы движения, предупреждение о столкновении сзади и другие функции. Заявленный объем багажного отсека составляет 560 литров, а со сложенными задними сиденьями увеличится до 1485 литров. Кроссовер Havail H6 с новым дизайном будет доступен с двумя бензиновыми турбочетверками на выбор. В базовой комплектации получит 1,5-литровый двигатель мощностью 184 лошадиных сил и 275 ньютон-метра. Он по-прежнему сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, обеспечивая идеальный баланс между мощностью и экономией топлива. Как говорит производитель, технологии впрыска Common Rail под высоким давлением и эффективная система терморегулирования снижают расход топлива до 7 литров на 100 километров. Отдача 2-литрового турбированного мотора выросла с 211 до 238 лошадиных сил, плюс этому двигателю теперь положен новый 9-ступенчатый робот. Для модели предусмотрен полный привод. Кстати, средний расход топлива у такой связки должен составить чуть более 8 литров на 100 километров. По сравнению с дореформенным стандартным H6 длина выросла на 50 мм до 4703 мм, колесная база, прежняя 2738 мм. Колесные диски на 19 дюймов, клиренс 190 мм. В Китае вот-вот откроют прием заказов на обновленный паркетник, но цен еще нет. Дореформенный третий Havail H6 там сейчас стоит от 83 900 юаней или 11 600 долларов за базовую версию с 1,5-литровым двигателем и передним приводом. Скорее всего, цена возрастет, но не будет больше 100 000 юаней или 14 000 долларов.
Развитие технологий и эстетики быстро меняется, и новый Havail H6 снова интерпретирует для нас значение идти в ногу со временем. Новый Havail H6 был модернизирован и улучшен с точки зрения дизайна интерьера и характеристики двигателей, стремясь предоставить клиентам лучшие впечатления от вождения. Компания возглавляет надежда, что кроссовер продолжит лидировать по продажам на внутреннем рынке. Спасибо за просмотр. Если видео было для вас интересным, оставляйте свои благодарные лайки и делитесь комментариями. Подписывайтесь на канал, если еще не подписались. Всего доброго и до встречи на нашем канале.